Привет, я Саша, это мой канал Cooking Time, кухня Cooking Time. Сегодня будем готовить вкуснейший десерт. Рулет из заварного теста с заварным кремом, с клубникой. У нас сейчас много клубники антарийской, грех ее не использовать. В общем, получается большой вкусный эклер. Следите за руками, поехали. Начинаем с приготовления заварного крема. И прежде всего, я сделал это заранее, нужно отделить желтки от белков. Потому что для крема нам понадобятся только желтки. Белки убираем в холодильник и используем потом для какого-нибудь другого рецепта. Желтки держим здесь наготове. И для приготовления заварного крема нам необходим ковш, сотейник, небольшая кастрюля. Желательно с толстым дном. Туда заливаем молоко. И туда же добавляем ваниль. Да, куда же я без ванили? Я снова буду использовать ваниль в стручке, семена из стручка. Можете использовать ванильный сахар, добавить туда в молоко, или ванильный экстракт, ванильную пасту, что там у вас имеется. Разрезаем стручок пополам, вдоль. И из каждой половинки тщательно ножом вот так вот выскребаем семена. И сразу их туда в молоко. Ну и сам стручок я не выкидываю, а тоже забрасываю в ковш к молоку. Чтобы крем был гуще, никуда не растекался, я буду стабилизировать его желатином. Можно обойтись и без этого, но с желатином все получится гораздо лучше. Сейчас просто желатин заливаю холодной водой, перемешиваю и оставляю набухать. И дальше молоко с ванилью ставим на плиту, на небольшой огонь. И необходимо молоко довести до кипения, до первых пузырей. При этом кипеть молоку давать не нужно, поэтому следим за ним и периодически аккуратно помешиваем, чтобы ничего не приставало к дну и стенкам. Но все время зависать над молоком нет необходимости. Тем временем берем чашу для смешивания и туда помещаем желтки, заранее отделенные от белков. Добавляем к желткам сахар и венчиком сахар с желтками перетираем в такую кремовую посветлевшую массу. Не забываем помешивать молоко. Дальше добавляем в чашу к желткам с сахаром перетертый крахмал. К перетертым желткам с сахаром добавляем кукурузный крахмал. Все. И венчиком сначала аккуратно, чтобы вот так вот не рассыпать кукурузный крахмал по всей кухне, вмешиваем его. А затем движение делаем чуть интенсивнее и смешиваем до однородности. К этому времени молоко на плите уже должно закипеть. Если этого не случилось, чуть-чуть прибавьте огонь. Повторюсь, нужно довести его до первых пузырей, но кипеть не давать. Снимаем закипевшее молоко с огня и сначала совсем чуть-чуть тонкой струйкой добавляем в чашу. Быстро венчиком смешиваем и добавляем еще чуть-чуть тонкой струйкой. Снова все хорошо, тщательно перемешиваем до полного объединения. И добавляем еще чуть-чуть. Ну, дальше догадываетесь. Снова все хорошо перемешиваем. И вот так вот 3 раза по чуть-чуть добавили. Дальше уже можно оставшееся молоко тонкой струйкой вливать, не переставая работать венчиком. И все молоко в результате добавляем в чашу. Тщательно в чаше все это перемешиваем. Достаем из сотейника полностью выжатый уже стручок. И все содержимое чаши снова переливаем в сотейник. Хорошо перемешиваем и возвращаемся к плите. Ставим на средний огонь. И теперь необходимо все это довести вот прям до самого первого такого пыха. Убавляем огонь до минимума. И продолжая тщательно все это мешать венчиком, увариваем ровно 2 минуты. Для удобства можете, конечно, использовать и миксер. Но, знаете, фитнес небольшой никогда не помешает, прежде чем есть что-то вкусное. Очень важно непрерывно мешать все венчиком, чтобы там не образовалось комков, чтобы крем получился нежный и гладкий. Сняли с огня. Самое время напомнить о необходимости, а главное желанности ваших лайков. Пожалуйста, друзья, не забывайте про них. Можете поставить свой лайк в конце, а можете поставить его сейчас, а потом в конце, если что-то не понравится, заберете. Но, пожалуйста, про лайки не забывайте, это очень важно. Это важно для меня, моей работы, для того, чтобы мне хотелось делать все для вас больше, чаще, лучше. И каждому из вас за вашу поддержку я бесконечно благодарен. Продолжаем. Вот так вот должно в результате получиться все по консистенции. Это уже почти такой густой крем с точечками ванили. Очень ароматный и очень вкусный. Сняв с огня еще раз хорошенько взбиваем, перемешиваем и добавляем сливочное масло, порезанное небольшими кусочками.
И венчиком масло тщательно туда вмешиваем. Прогреваем разбухший желатин до растворения, буквально несколько секунд в микроволновке. И вливаем его в крем. Тщательно вмешиваем, и крем готов. Ну, почти готов. Перекладываем крем в какую-нибудь чашу для смешивания. Накрываем пленкой до контакта. И пока отставляем в сторону при комнатной температуре остывать. Бицухи, ну, по крайней мере, одну бицуху кремом подкачали, но на этом мы не останавливаемся. И приступаем к приготовлению заварного теста. Там тоже есть место для фитнеса. Первым делом подготовим яйца. Их необходимо все поместить в какую-нибудь одну чашу, емкость, чтобы удобно было в дальнейшем использовать. Яйца желательно использовать комнатной температуры. Так как процесс приготовления заварного теста достаточно быстрый, непрерывный, все ингредиенты лучше подготовить заранее и держать под рукой. Яйца понадобятся чуть позже, пока отставляем их в сторону. Берем какую-нибудь кастрюлю без крышки, но желательно с толстым дном. Туда сразу добавляем воду, молоко, сливочное масло, обязательно немного сахара и для баланса вкуса обязательно тоже немного соли. И со всем этим содержимым ставим кастрюлю на огонь. Ставим кастрюлю на средний огонь и аккуратно, без всякой истерики, помешивая, доводим масло до растворения, а всю жидкость до кипения, до самых-самых первых пузырей. Убавляем огонь до небольшого и всыпаем в кастрюлю муку, сразу все количество. И вот тут уже тщательно, можно даже с небольшой истерикой, все это хорошо перемешиваем, соединяя муку с жидкими ингредиентами до полной однородности. В результате получится такой один большой комок теста, такая большая клёцка. И вот продолжаем эту клёцку гонять туда-сюда по кастрюле, немного подсушивая, избавляясь от лишней влаги. Продолжаем вот так вот мешать в течение пары минут, максимум 2 минуты. Не оставляем тесто без внимания, постоянно мешаем. В результате на дне и бортиках вы увидите, образуется такое бархатное покрытие. Это значит, клёцка готова, можно снимать тесто с огня. Сняв с огня, сразу перекладываем тесто в какую-нибудь вместительную чашу для смешивания. В идеале тесту нужно дать буквально минуту-две отдохнуть, подостыть, а затем нужно добавлять туда яйца. Вот здесь вот тоже есть место для фитнеса и работы. Можно делать это руками, ложкой, лопаткой, все это вмешивая, но можно воспользоваться миксером. Мне кажется, я свою часть силовых упражнений сегодня выполнил. Итак, берем яйца и по одному добавляем в тесто, тщательно сразу вмешивая их с помощью миксера, лопатки, венчика. Добавили одно яйцо. Как только оно полностью вмешалось, добавляем следующее. И снова быстро все это вмешиваем. Можете для этого использовать стационарный миксер, поместив тесто в чашу в дежу миксера и взбивать уже даже не руками. И вот так вот одно за другим добавляем все яйца в одну корзину, в одну чашу для смешивания. И в результате вот такое получается тесто. Гладкое, густое, оно не бежит, но при этом вот так вот, не торопясь, сползает с лопатки толстой лентой. Перекладываю тесто в кондитерский мешок с насадкой-звездочкой. Берем противень. С помощью небольшого количества теста, вот так вот в нескольких местах, пришпандориваю к нему бумагу для выпечки и с помощью кондитерского мешка с насадкой отсаживаем тесто такими длинными полосками, плотно лепя одну полоску к другой. Такие получаются длинные, прилепленные друг к другу эклеры. Само собой, вы можете обойтись и без вот этих полосок, просто нанести тесто вот так вот на противень, на бумагу, распределить его лопаткой. Ну, во-первых, распределять будет сложно, потому что тесто липкое и бумага будет туда-сюда ездить. А во-вторых, вот таким вот образом, когда мы выкладываем его полосками, распределяем, собирать рулет, скручивать будет гораздо проще. Выравниваем края, сверху вот так вот присыпаем все тесто сахарной пудрой, чтобы у будущего рулета получилась более хрустящая, красивая и аппетитная корочка. Ставим в духовку, уже разогретую до 190 градусов Цельсия, 375 Фаренгейтах.
И выпекаем минут 20, ни в коем случае не открывая и даже не приоткрывая из любопытства духовку. Иначе все сразу опадет. Только когда вы убедитесь, что все хорошо поднялось, начало подрумяниваться, никаких влажных участков на поверхности теста не осталось, только тогда быстро приоткрываем духовку на 3 секунды, чтобы выпустить оттуда лишнюю влагу. Снова закрываем и допекаем еще 15 минут до красивого золотисто-румяного цвета. Раз, два, три. И допекаем. Фух, вот такой вот получился румяный красавчик заварной корж, большущий эклер. Посмотрите, какой он красивый, какой он прям румяный, аппетитный. Если вдруг видите, что тесто где-то слишком раздуло, где-то местами разорвало, не страшно. Это все можно будет подправить, скорректировать, когда будем собирать рулет. Снимаем корж с противня прямо на бумаге. И в таком положении на бумаге, ничего не переворачивая, оставляем буквально на 5 минут отдохнуть. Затем накрываем чистой бумагой сверху, быстро переворачиваем, снимаем бумагу, и вот сюда мы уже будем наносить крем. Но прежде чем его наносить, корж должен полностью остыть. Для этого пока сдвигаем его в сторону. В начинке, кроме крема, у меня будет клубника. Отщикиваем ножом плодоножки и нарезаем клубнику такими небольшими кусочками. Слушайте, нарезать клубнику не съесть, но это издевательство. Очень вкусная клубника, уже сезонная, антарийская, канадская. Корж полностью остыл. Настало время вернуться к крему. Он остыл до комнатной температуры. Вот даже подзастыл, такой пудинг ванильный получился. Берем холодные жирные сливки, добавляем к ним немного сахарной пудры и взбиваем до стойкого крема. Прежде чем добавлять сливки в крем, его необходимо тоже хорошенько пробить миксером, чтобы он превратился из пудинга снова в крем. Туда теперь добавляем сливки в 3 шага. Сначала добавляем треть и вмешиваем достаточно уверенно, разбивая крем. А вот оставшуюся часть в 2 шага вмешиваем уже тщательно, но деликатно, чтобы сохранить воздушность сливок и крема. Возвращаемся к коржу. Лучше подрезать края, вот эти сухие краешки, которые будут мешать ему сворачиваться в рулет без сучка и задоринки. И осталось дело за малым. Все это соединить. Крем вот так лопаткой распределяем по коржу, по всей поверхности. Ну, не доходя где-то пару сантиметров до краев, он туда сам дойдет при сворачивании. Так вот разравниваем. И сверху высыпаем, распределяя тоже по всей поверхности, порезанную клубнику. Можете использовать другую ягоду. Можете брать голубику, чернику, малину, смородину. Все, что вам больше нравится. Но мне кажется, что клубника сейчас, во-первых, сезон, а во-вторых, она просто идеально сочетается с заварным кремом. Аккуратно сворачиваем все это в рулет. Помогаем в процессе бумагой. Вот так вот аккуратно, не торопясь, собираем все в рулет. Оборачиваем рулет, слегка лишь уплотняя той же бумагой. Затем со всех сторон упаковываем рулет в пищевую пленку, прям вот так вот хорошенько, в несколько слоев. И можно даже чуть-чуть потуже, чтобы он лучше держал форму. Но не злоупотребляйте, чтобы, опять же, не нарушить его воздушность. И в таком виде аккуратно переносим в холодильник, где рулет проведет 3-4 часа. Он должен хорошо охладиться, крем должен хорошо охладиться, застыть. В процессе я вот так вот несколько раз поперекатываю рулет сбоку на бок, чтобы он в результате получился более красивой, идеальной формы. И вот когда все застынет, стабилизируется, разворачиваем аккуратно. Подрезаем края. И переносим на блюдо, подставку или на то, на чем будете подавать. Украшаем сверху половинками и четвертинками клубники. Крепить ее можно на растопленный шоколад. Щедро сверху выкладываем художественно клубнику. Слегка припудрить сахарной пудрой, чтобы подчеркнуть еще больше рисунок рулета. Ну и остается дело за малым — нарезать эту красоту и наслаждаться. Но это очень красиво, очень аппетитно и очень по-летнему. Это уже прям смотреть на это не могу. Сил моих никаких нет.
Это очень вкусно. Если вы любите заварные пирожные, эклеры, шу, то это прям десерт для вас. В меру сладко, очень нежно. Идеальное сочетание крема, теста и кусочков клубники. Это прям лето, лето, лето. Но прям сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Это же прям эклерический торт. На грани эклерики. На грани. Ну это же прям обалдеть. Тем, кто любит эклеры, это прям рай. Ты же не попробовал. Я уверен. Ну слушай, ну пахнет вкусно, выглядит вкусно. Я уверен, что и по вкусу это волшебно. Глаза меня не подвели. Это прям какое-то эклерство. Эклерство чистой воды. Вкусно, красиво, очень клубнично. И всем, ну всем срочно надо. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео, напоминаю, жду ваши лайки. Пожалуйста, уж не скупитесь. Комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте, просто пишите, как там у вас дела. В общем, все как всегда. Да, и на канал подписывайтесь, если этого еще не сделали. Всем желаю всего самого доброго, вкусного, летнего, прекрасного. До новой скорой встречи. Пока-пока. Ну правда, вкусно? О, конечно вкусно. Трогай, нюхай, ешь. Я такой ем, ну как вкусно. Фу.